привет, дорогие друзья! С вами нестабильно выпускающий видосы Чайка, и в преддверии мажора я изложу вам ход мыслей игроков Нави в одном из ключевых раундов гранд-финала крайнего для Нави турнира. Open Frag по понятным причинам является одной из главных аспектов игры. И об этом я расскажу детальнее в следующем выпуске. Но полученное преимущество в эрлигейме не значит, что вы должны ломиться на ослабленную точку. Как мы видим, быстрый выход с монстра законтрился бы гранатой, и в случае получения дэмэджа одним симплом это не критично, что нельзя сказать в масштабах распределения урона каждому игроку команды. Сплит также невозможен, потому что он контрится дымом в шорт, а экспериментальная мета 2017 года, когда игроки постоянно врывались в дым, показала, что в этом больше минусов, чем плюсов. После первой крови Нави продолжают укреплять свои позиции в мап-контроле, чтобы иметь максимальную вариативность в выборе завершения раунда. Таким образом, Флейми проводит зачистку коннектора, а Эдвард собирает инфу по миду и длине, где он выдает свою позицию снайперу защиты. Это должно было спровоцировать ротацию одного игрока с Б, из-за чего желто-черные незамедлительно уходят на нижний плент. Но Астралис читают это и заранее блокируют монстр. Они готовятся принимать шорт, в то время как девайс успевает стянуться на хелпу. Все идет не по плану, и плент в попыхах ставится в смог. Параллельно установке происходит серия успешных разменов, которые и приводят Натус Винсера к победе в этом раунде. Simple страхует электроника на проходе туннеля, пытается продолжить доминирование, но получает гранату и возвращается в монстр, откидывая смог и флэш. Получив инфу после смерти Зевса, с Флейми зачищает коннектор, дает моли и флэш на токсик, чекает рампу и хелпу, обращая внимание на время, ставит C4 в смог, спрыгивает в яму и чекает рамп, откуда его простреливали до красных хп. Элик стартует с молика в Зигу. Выждав ответные огни, он делает опен в песках. Дает хае, чтобы возможный стак в коннекторе не разменял Флейми. Дает дым на дефолт и простреливает буст. Из-за смока на монстре вариант сплита отменяется. Элик выходит закрывающим через шорт и убивает КТ в хелпе. Запрыгнув на сейф, он чекает рамп, как самую ожидаемую позицию КТ в данных условиях. И, предполагая передвижение последнего по краю смока, делает заключительный минус. Зевс накидывает флэш под выход Симпла в пески, заходит на воду и проверяет все подсадки, после чего его минусуют через отверстие в двери коннектора. Флейми откидывает стартовый молик в коннекторе. После смерти Зевса продвигается на размен капитана и ловит отличный тайминг на Дюпри. Далее чекает подсадку через отверстие, под хае от Элика зачищает коннектор полностью. При выходе на Б дает смог в балкон, флэш в сайт и хае на рамп. Проверяет пески, но получает в затылок. Эдвард дает хае на мид, пропрыги на детской чекает туалеты, проходит баллоны, лонг и палится снайперу в банке. Дает дым между и молик на рампу, разменивает Флейми и отдается Глейву через щель в смоке. Райс часто говорит, что сейчас тактики не решают. Именно такие раунды вроде как подтверждают его теорию, но это всего лишь исключение из правил. Если не верите, посмотрите любой из моих выпусков за последние 2 года. Когда макроигра не задается, в силу вступает магия деталей. Ведь не просто же так Флейми минуту выжидал тайминг, при котором он без проблем выбьет коннектор. Не просто же так Simple ставил C4 в ту точку, куда КТ не сфокусировали свой спрей. А если бы Электроник вовремя не сообразил забраться на сейф, то раунд бы мог завершиться клатчем, ведь все мы знаем, как везет Астралис со стрельбой через дым. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени.